Здравствуйте! Это мое первое видео в таком формате. Почему? Потому что я устала и хочу с вами поговорить. А хочу я поговорить о такой интересной части фандома, как шиппинг. Если вы не понимаете слово шиппинг, можете остановить видео и погуглить. По большей части видео будет касаться шиперства, фанон и канон. Были уже люди, затрагивающие подобную тему в русскоязычной фанбазе. Я им благодарна за поддержку и вдохновение. Я теперь точно знаю, что есть люди, разделяющие мою позицию. Это подтверждается набросками, которыми они поделились со мной. Прежде чем я начну высказываться, хочу добавить, что говорю я свое личное мнение, не исковерканное врагами и не случайно высказанное моими друзьями. После моего мнения я также решила затронуть конфликт с Кенни, чтобы вам не пришлось просматривать огромную массу информации на моем канале, и чтобы вы не заблуждались лишь мнением Кенни. С чего бы начать? Одним прекрасным днем, когда у меня только-только перевалило за 1000 подписчиков, я решила снова посмотреть анимационные мемы по вселенной Соника. Сначала, конечно же, я в первую очередь ознакомилась с самыми популярными анимациями. Одним из таких видео было от Kenny the Hedgehog. Я ради интереса заглянула на ее канал, так как стиль анимации и рисовка была неплохая, и захотелось ознакомиться с остальными видео. На одном из видео я немного опешила и задумалась, почему созданный ею персонаж рядом с Shadow. Я подумала, наверное, ей очень нравится этот персонаж, и они просто стоят вместе. Просто стоят вместе. Покопав глубже в просторах интернета, я поняла, что это довольно-таки серьезная проблема. То есть именно проблема шиперства придуманных персонажей фанатов с основными персонажами игры вселенной Соника. То есть не только Кенни есть такой особенностью. На протяжении довольно-таки продолжительного времени я изучала подобный вид шиперства. И вот что меня больше всего удручает в нем. Просто наплевательское отношение к характеру канонного персонажа. Я понимаю, что данная проблема есть и в шиперстве канонных персонажей, но при шиперстве фанона с каноном это чаще всего встречающаяся проблема. Сразу хочу сказать, что я могу хорошо относиться к любому пэрингу канонных персонажей, будь то Соник с Эми, Shadow с Руж, Соник с Джетом, Сильвер с Блейз и прочее. Главное, чтобы внутри этого пэринга сохранялся характер персонажа, а не перекраивался. Так вот, как я не увижу арт или видео по, например, того же Shadow и непонятной рандомной девицей. То есть Shadow сам по себе холоден, малоэмоционален, не станет кому-либо подчиняться. Поправьте меня, если я не права, конечно. И миленько улыбается и нежно гладит какую-то рандомную тян и готов все ради нее сделать. Герой-любовник, остепенившийся и обретший семью. Как правило, такие тяночки либо суперскромницы и местами пародируют Марию, либо это безбашенные альфа-самки с внешностью «я самая крутая, и это мой перс, а вы идите лесом». Про Мэри Сью я совсем молчу, так как просто того же Соника накрывает яркое пятно. Я хочу согласиться лишь с единственным выражением Кенни. Что все это лишь фан-шиппинг. Возможно, меня это не касается, и люди самовыражаются как хотят, тогда создайте себе такого же сказочного принца, как и тот персонаж, с которым ваша тян пэрингуется. Оправдание наподобие «мне просто нравится его внешность и цветовая палитра». Или «мой персонаж необщителен и никому не доверяет, кроме Shadow, Соника, Tails и Инфинита». Еще больше вгоняет меня в пучины разочарования в людях, потому что таким людям просто наплевать на характер персонажей, и они играют с ним как с куклой. Это просто неуважение к чужому персонажу. Какая еще причина плохо к этому относиться?
Ну вот, допустим, вы заинтересовались каким-нибудь фандомом, ну, неважно, Соника, Тандертейл, там, Балди или еще что с большим количеством фанатов, вы меня понимаете. Решили посмотреть фановские поделочки в виде там видосиков, картиночек, артиков и так далее. И вдруг вот вы видите... Ну нахер. Отец! Если вы долго на моем канале, то хорошо знаете, что я сама грешу фаншиперством. Я знаю, что многим это не нравится, и я получаю однозначные Фу! в виде дизлайка. Однако я стараюсь сделать персонажей максимально естественными, не прибегая к перекраиванию характера. Если же что-то в поведении и характере моего ОТП не так, то я прочту ваши конструктивные и уместные правки, чтобы я могла корректировать свое представление о персонажах и приближу их к идеалу. Если уж вы совсем ненавидите данный шип или какой-либо еще, то вы просто некультурное быдло, которое не уважает чужого мнения. Вы можете сказать, что, ну, ты же терпеть не можешь шип фанон-канон, так значит ты тоже быдло. Нет, не стоит путать адекватный шиппинг с бесцельным слюнопусканием тоннами ночами на любимого персонажа или, не дай боже, использование персонажа как куклу. Наверное, фраза «адекватный шиппинг» звучала глупо, потому что кто-то вообще его не переносит. Если говорить честно, я не буду против шиппинга оригинального персонажа с канонным персонажем, если у него будет хорошая и обоснованная история. Для примера можно взять комиксы Арчи. Там фан-персонажи мягко вплетены в сюжет и не портят общей картины, и эти комиксы можно читать. Глядя на фаншиппинг у отдельных личностей, можно увидеть только фигурирующую пару и мизерная доля проработки и обоснованности. Это в большинстве случаев. Если у вас есть примеры хорошего и обоснованного ос-канон пэринга, я не против почитать, так что можете высказаться по этому поводу. Кто-то, может, уже задумался, почему я часто затрагиваю именно аниматора Кенни the Hedgehog. Да, я могу упоминать ее, потому что это яркий пример шиппинга фанона и канона. Многие соникофаны ее знают или, по крайней мере, слышали о ней. И она меня разозлила. Да, именно что разозлила. Кто, опять же, долго на моем канале, знают о нашей стычке. Я расскажу вкратце и, наверное, рассмотрю на примере ее видео якобы разоблачение меня и выставление меня полнейшим виновником во всем. Хорошо. Что же я такое скрыла от твоей аудитории? Ни единого стрима я не удалила, ни единого видео со своим мнением, в отличие от тебя, Кенни, удалившую свои видео про суицид, стримы и видео 4-месячной давности, которое было адресовано мне, откровенной ложью. Кенни, ты сама знаешь, что ты там несла, и как ты очернила этим мою репутацию и потом умыла руки. Ну, пойдем дальше. Хорошо. Я высказала свою точку зрения о том, что этот шиппинг неправилен. Почему Кенни решила, что я терпеть не могу именно сониковых и шедиковых фан-девушек, если там присутствуют и шипперы, и Сэйми, Инфинитом, Тейлзом и прочими? Я не виновата, что девицы больше загоняются Соником или Шэдоу, особенно Шэдоу. Ни в каком это случае мнение подписчиков стало являться моим мнением. За все перепалки, что между нами были на стриме этом, я не унижала твоей личности. За что ты так со мной? Ну, почему мне это не нравится? Перемотайте на начало видео и послушайте внимательнее. И почему высказывание мнения вдруг стало каким-то запретом? Ты снова дернула лишь якобы мою агрессию. Ты считаешь это агрессией, бедняжка?
Я повторю, почему мнение моих подписчиков вдруг стало моим? Я согласна, аргументов в этом моменте я не высказала. И как ты там сказала? Люди делают, что хотят? Ну так вот, я хочу сказать людям, что такие пэринги это неправильно, и это мое мнение. Почему ты должна делать, что хочешь, а мы нет? Мне кажется, или ты ответила мне угрозой? Я посчитала ее действия лишь испугом, потому что она довольно-таки резко перепрыгивала с темы на тему и не давала мне перевести спокойно и ответить. Ставьте себе, я не англичанин, и мне нужно время, чтобы ответить. Моей ошибкой было дать волю моим друзьям высказаться о тебе дурно. За это я прошу прощения. Но ждать ответа ты не решилась и пошла обвинять меня во всех смертных грехах. У меня складывается такое ощущение, что ты зациклилась на своем суициде. Никто не желает тебе смерти, не бойся. Мы лишь хотели сделать видео о том, как плохо может выглядеть со стороны шиперство непонятной девицы с одним из основных персонажей игры. Я повторю, если ты рисуешь, что хочешь и выставляешь это на всеобщее обозрение, используешь Shadow как тебе угодно, Почему нет? то что мне мешает высказать свое мнение по этому поводу? Или мнение только твое считается? Хм, хороший вопрос. Может, потому что ты выставляешь это на обозрение и не предупреждаешь людей, что у тебя за фаншиппинг в видео? И да, я бы не обращала на тебя внимания, если бы таких, как ты, не было бы и сотни, и сотни. Просто как ярчайший представитель, который многое себе позволяет и не считается с чужим мнением. Оскорбляешь моих друзей за то, что ты достал их на стриме? И опять же, как слова моих друзей относятся к моей драме. Ты должна была говорить только со мной. Я же не грызусь твоими цепными шапками, которые на том же стриме просто набросились на меня. Хм. Каждый дрочит на что он хочет. Если везде совать груди и задницы для тебя нормально, то чем щупальцы плохие, а? Их у меня не так уж и много в своих видео. О, вот о чем я и говорю. Зациклилась на теме про суицид, о котором все забыли, и ты сама решила внезапно его вспомнить. Если уж выставлять меня плохой, так по полной, да? Я уже сотни и сотни раз говорила твоим деткам о том, что я не считаю суицид чем-то смешным. Ты снова лжешь. Я назвала тебя слабачкой, потому что ты выдаешь свои якобы суицидные склонности на всеобщее обозрение. Для меня это не более чем показуха. Поверь, я знаю людей со склонностями к суициду и в борьбу против этого. Когда человек по-настоящему болен, он не будет кричать об этом всему миру, а поделится с близкими или друзьями. Если уж тебя лишь одна моя фраза так задела, то ж тебе помешало читать остальные хвалебные комментарии в твою сторону? Тебя же любят. Я считаю выкладывание на публику своих загонов проявлением слабости, не обессудь. Это мое мнение. Я уже сказала ранее по этому поводу. Беда моих друзей в том, что они не назвали причин нелюбви к этому шиппингу и просто твердят, что это неправильно. Это тоже мой просчет, который я принимаю. Ну, ты впереди, потому что ты самая популярная из всех, я так думаю. Нет, милая, я предупредила тебя, что выставляю видео про твой шиппинг, даже не намекая на то, что я как-то тебя буду атаковать. Мнение есть мнение, и я не ориентировалась конкретно только на твой шиппинг Кенни с Шедом.
Один из тех комментариев, который частично раскрывает причины моей нелюбви к данному шиппингу, ты называешь детским. Я уже поняла, что любое мнение, противоречащее с твоим, будет либо детским, либо глупым. Неужто попытка высказаться является слепой агрессией? Может, мне кто-нибудь объяснит, что я говорю в этом выражении не так? Почему из-за того, что ее персонаж недоверчив ни к кому, должен общаться только с Шэдоу? Неужели так трудно придумать себе персонажа, похожим на Шэдоу, и вертеть им как хочешь? Стоп секунду. 30 мая? Неужели ты ждала, когда кто-то выпустит похожий мап, чтобы обвинить его? Я могу тебя заверить, что никогда не была в курсе того, собиралась ли ты делать мап с Сильвером или нет. Вот тебе моя версия идеи, если ты так хочешь. Хочется поучаствовать в мапе по Сонику. Саша Дильвер выпустила мап про Тим Дарк. Хочется поучаствовать, но печально, что уже все занято. Поучаствовала в мапе по Санадову. Если больше нигде не принимают и нет мест, пожалуй, запущу свой мап. Так кого у нас давно не было в анимациях? На самом деле я думала сделать либо I'm All of Me, либо Dreams of an Absolution, либо All Hail Shadow. Однако выбор пал на Сильвера, потому что именно его давно не было на канале, а Shadow было слишком много. Я еще раз тебя уверяю в том, что идеи я не воровала. Я не поняла совсем твоего обвинения, потому что для тебя странно вообще рисовать Сильвера, тогда как ты его совсем не рисовала. У меня нет времени сидеть на твоих стримах, только лишь чтобы сделать пакость. Я сама стримлю, и люди видят, сколько я работаю над одним только мемом. У меня просто элементарно нет времени заходить к тебе и с пеной у рта выслеживать. Я знаю, что ты считаешь меня в край больной, но это правда, никто твоих идей не воровал. Если в результате ты не стала загружать видео, почему тогда ты сразу не пришла ко мне и не предъявила претензий? Я бы тебе сразу сказала, что я самостоятельно пришла к этому. Я не кусаюсь, если со мной конструктивно общаться. Ну, из вышеизложенного. Я выясняю, что меня обвиняют в воровстве идей и меня блокируют. Причем, если бы я не пришла хоть в этот раз на стрим, я бы и не узнала, что ты держишь ко мне лишние обвинения. Так вот, ты меня заблокировала, и я не могла ничего тебе написать. Мне пришлось выставить это на YouTube, чтобы уяснить этот вопрос. Я все еще не знаю, почему ты снова подняла старые темы и стала на меня бочку катить. И поэтому вышли кроме одного видео еще два. Я не заставляла тебя браться за старые вилы. Вопрос касался только мапа. Правду ли? Я выпустила первое видео из 3 и ждала твоего ответа. Поэтому фанат спросил тебя обо мне. Я, не дождавшись ответа, естественно, пошла в комментарии твоих видео и увидела сию правду. А так как мои комментарии не отображались, я загрузила второе видео, а третье вышло уже из-за того, что ты снова выставила меня суицидоненавистником и хейтером шиперства Осканона. Твои обожаемые детишки просто залили в мою сторону такую тонну негатива, что даже жалко их. Я сейчас расплачусь. Погоди, погоди. Можешь мне сказать, что конкретно Вика писала в самом начале? В чем причина снова поднимать драму? Я поздоровался с тобой, чтобы удостовериться, помнишь ли ты обо мне еще?
Если вы считаете, что Кенни во всем права, тогда почему она удаляет все видео, показывающие якобы принижение мной чувств суицидников, и стримы, как и то видео с предостережением подписчиков Кенни, что существует такой монстр, как Коудоку. И да, она очень умно поступила, что закрыла комментарий к видео, которое я сейчас разобрала. Наверное, чтобы к ней не было вопросов, или чтобы не было в мою сторону гневных комментариев, или может она просто не может отвечать за свои слова. Я же все равно у нее заблокирована. На самом деле я заметила, что она довольно-таки конфликтный человек. То есть неугодные детишки, которые воруют у нее так или иначе рисовку мема или тупо берут мемы и выкладывают у себя, они подвергаются повешению на стенке сообщества канала. И в посте о них пишется негатив, чтобы этих детей дизлайкали и отписывались. Ой. Как обычно я поступаю с ворами мемов. Пишу под их видео, что это видео откровенно не их, а мое. Или, очень похоже на мое. И все. Я только так делаю, чтобы избежать элементарной травли людей. Но Кенни, похоже, нравится унижать слабых. Но это так, для справки. В итоге хочется сказать, что фан-база Соника довольно широка и разнообразна. Я, конечно, не самая первая личность с маленьким числом подписок, и вы можете вообще меня не слушать. Но я прошу вас помогать людям в создании хорошего контента. Подсказывайте им, что лучше изменить в своих работах или исправить, чтобы персонажи смотрелись характерно. Также, если вы представляете у себя на канале, в паблике определенный пэринг, то предупреждайте об этом мимо проходящих в названии или вступлении в видео, чтобы особо чувствительные люди просто не смотрели и проходили мимо. Я не призываю в срочном порядке бомбить паблики и каналы таких шиперов. Им тоже можно советовать исправления. Но уж если они совсем непробиваемые, то обходить такие каналы стороной. Это не война, это просто пожелание, чтобы в дальнейшем было хоть чуть-чуть поменьше конфликтов внутри дорогой мне фан-базы. Ой, когда все это кончится. Всем всего хорошего и до свидания. Мне кажется, твой пэринг Шеду с Кенни не очень...